заметить, что такие стихотворения о природе были очень популярными среди образованного викторианского высшего класса. Spurgeon was actually mild and slightly funny in his critique. Сперджен, следует отметить, не сильно как бы грубо критиковал эти вещи. He used a parody of Lynch's style of poetry to show the silliness of the hymns. Он как бы написал пародию на эти гимны, чтобы показать истинный характер этих стихотворений. And a major controversy erupted. И вдруг начался большой конфликт. Years later, Lynch wrote an autobiography before he died. Перед своей смертью Линч написал автобиографию. The interesting thing to me is, although this was a vicious controversy at the time, Несмотря на, и для меня достаточно интересно в этой биографии, что несмотря на то, что конфликт, который возник по этому поводу, был весьма грандиозным, and several major religious leaders in England got embroiled in it, и несколько самых известных религиозных личностей в Англии вмешались в этот конфликт. at the end of his life, when Lynch looked back on it, Когда Линч, оглядываясь на это время, he said of all the critics, Spurgeon was the kindest to him. он написал, что из всех критиков, которые критиковали этот сборник гимнов, Сперджен был самым добрым. Now that was Spurgeon's first controversy. Это был первый спор, в который был вовлечен Сперджен. There were many other notable ones. Yesterday I mentioned that he preached a sermon on baptismal regeneration that upset the entire Anglican community. Было много других. Например, вчера я говорил о том, что он проповедовал против возрождения посредством крещения, что взбудоражило всю англиканскую церковь. He had a running debate with hyper-Calvinists that ran through most of his ministry. Он также вел полемику против гиперкальвинистов на протяжении всего своего служения. Let me hang on just a second. And then the downgrade controversy. Those are the three, I had to just double check this. Those are the three controversies Ian Murray writes about in The Forgotten Spurgeon. Я просто хотел проверить, что именно об этих трех спорах Иоанн Мюррей пишет в книге «Забытый Сперджен». So, baptismal regeneration, hyper-Calvinism, and the downgrade controversy. Поэтому возрождение посредством крещения, гиперкальвинизм и спор, связанный с упадком церкви. The longest lasting, best known, and most important of those three controversies was the downgrade И controversy. самым известным, и самым грандиозным, и самым длительным был этот последний конфликт. Here is how that came about. Вот с чем он связан. It was actually not Spurgeon, but another pastor who was a guest writer for The Sword and the Trowel. Не Сперджен, а другой пастор, которого пригласили или попросили, лучше сказать, написать статью в этой газете «Меч и мастерок». I saw what you did there. Он говорит, я увидел, что ты сделал. The man's name was Schindler. Этого человека звали Шиндлер. He was writing an article for Spurgeon's magazine. He actually wrote a series of 2 articles. Он, значит, его попросили написать статью для газеты Сперджена, и он, как бы, его статья разделилась на 2 издания. And the articles were titled "The Downgrade." И эти статьи были названы «Упадок». And Schindler was doing something similar to what I did the other day. И Шиндлер, подобно тому, как мы с вами разбирали в классе на занятиях, He was tracing the history of heresy and spiritual decline in the church. Мы с вами разбирали историю ереси в церкви, так и он проследил историю упадка церкви и обусловленных эти вещи ереси. And he made the point that there is a pattern when the church backslides. И он отметил, что есть определенный образец, по которому церковь приходит в упадок.
the decline starts out with minor things, insignificant things that nobody wants to argue about. Он говорит, что упадок начинается с каких-то мелочей, о которых никто не хочет спорить. But he compared the route of heresy to a downgrade, a road that goes down a steep mountain. Но он как бы уподобил развитие этих ересей с упадком, или лучше сказать, с наклоном горы. And he said the downward road, you move faster the further you go, and there are no borders on the edge, so you could at any point veer off and die. И он говорит, что если ехать по склону горы, то движение будет чем дальше, тем быстрее, и нету никаких ограждений, поэтому в любой момент можно вылететь с этой трассы под наклоном и разбиться. But every apostate and every dying church follows the same road. Но он говорит, что любой отступник и любая умирающая церковь идет как бы спускается по этой наклонной дороге. He said it starts when we move away from the doctrines of grace. Это начинается, когда мы отходим от учений, от доктрин благодати. Preachers begin to preach things other than the gospel. Проповедники начинают проповедовать что-то другое вместо Евангелия. They don't deny the gospel, they don't deny the need for grace. Они не отвергают Евангелие, они не отвергают необходимость Божьей благодати. But they preach other things. Но они проповедуют о другом. And sometimes good things. Иногда о чем-то хорошем. Christian duties. О христианском долге. Legal standards. О законных стандартах. Or whatever. Или еще о чем-то. And what it does is take the focus off the gospel. Но это забирает, как бы снимает внимание с Евангелия. People lose sight of the gospel, and then the gospel is subject to attack. И когда никому уже не интересно Евангелие, Евангелие поддается нападкам. And sometimes within 2 generations or less, churches go from absolute orthodoxy to absolute apostasy. И он говорит о том, что иногда путь от абсолютной ортодоксии к абсолютному отступничеству длится всего лишь 2 поколения. And Schindler gave numerous examples of movements that had followed the same pattern. И Шиндлер привел очень много примеров движений, которые как бы прошли по этому наклонному пути. For example, right after the Protestant Reformation, you had the Socinian error. Он упоминает о том, что сразу же после реформации была ересь, которая называется социнианство. Puritanism gave way to German piety and works religion. Он говорит, что пуританство сменилось на немецкий либерализм. American Puritanism gave way to deism. Американское пуританство было заменено деизмом. And he went over several periods in British church history over just a few generations where churches and major movements had apostatized. Он также говорил о периоде британской церкви, где несколько церквей и движений отошли от веры во Христа. And then Schindler said, we're seeing the same trend today. Шиндлер говорит и предупреждает о том, что сегодня мы видим то же самое. And without naming any names or being specific, he said there are churches that are following this pattern. Он и не называя ничьих имен, и не конкретизируя, он говорит, что есть церкви, которые идут по этому образцу. They began by ignoring the preaching of the atonement. Он говорит, они начали с того, что стали игнорировать проповедь искупления. Then they began to question the atonement. Далее они начали сомневаться в искуплении. And now Schindler said people are actually denying the atonement. И теперь он говорит, Шиндлер пишет, что люди отвергают искупление. The article is a fascinating article and very educational. Эта статья очень полезная и назидательная. And I think Schindler was right on target. И я думаю, что Шиндлер был абсолютно прав. Spurgeon believed Schindler was right on target. Сперджен тоже считал, что Шиндлер был прав. The article was published over 2 months' time in 2 parts. Она была опубликована в течение 2 месяцев в 2 частях. And immediately it stirred controversy. И сразу же возник конфликт. People demanded to know who Schindler was talking about that was beginning to apostatize. Люди требовали, чтобы Шиндлер уточнил, о ком конкретно он говорит. The churches in the Baptist Union were a mixture of sound churches
and churches that were beginning to depart, and churches that were already apostate. Церкви в Баптистском Союзе были разнообразные. Некоторые из них были здравые, некоторые из них были в таком подвешенном состоянии, некоторые из них прямо начали уходить от веры во Христа. People from all of those backgrounds in the Baptist Union valued their unity, their organizational unity, more than they valued the truth. И, к сожалению, в Союзе в то время люди ценили больше формальное единство, чем истинное единство в истине. They saw Schindler's article as an attack on that, as a threat to that И unity. поэтому они восприняли статью Шиндлера как угрозу этому единству. And they said, if you don't name the people you're talking about, then you're wrong. И они сказали, если ты не назовешь тех, о ком ты говоришь, то это неправильно, ты не прав. Spurgeon entered the controversy on the third month. He wrote an article following up on the first two downgrade articles. В третий месяц Сперджен вмешался в этот спор и написал статью. In it, he expressed his agreement with everything Schindler had written. В этой статье Сперджен выразил свое согласие со всем, что сказал Шиндлер. And again, without naming names, he gave some anecdotes that demonstrated the truth of what Schindler was saying. И не называя же снова ничьих имен, он как бы рассказал, привел несколько таких анекдотичных историй, которые иллюстрировали истину того, что сказал Шиндлер. Spurgeon's critics went into a rage. Критики Сперджена пришли в ярость. Some began to demand his retirement and resignation. Некоторые стали требовать, чтобы он ушел в отставку. They questioned his truthfulness. Они назвали его лжецом. And they demanded that he name names. И они требовали, чтобы он назвал имена. Spurgeon could have named names. Сперджен мог назвать имена. He opted not to not because he was trying to protect anyone. Но он решил не называть эти имена не потому, что он кого-то хотел защитить. But because he knew that the debate would quickly descend into a dispute about personalities. Но потому что он знал, что в таком случае этот спор просто будет переведен на личность. And he felt the issues were so clear and the problems were so widespread that nobody could fail to see them. И он считал, что здесь не нужно называть чьих-то имен, потому что проблема всем и так должна быть ясна. His enemies drove him out of the Baptist Union. Его враги выгнали его из Баптистского Союза. For a brief time, the debate was over whether the Baptist Union should adopt doctrinal standards that would ensure that the members of the Baptist Union all did hold to the same doctrine. Долгое время споры велись по поводу того, стоит ли Баптистскому Союзу принять вероучение, согласно которому все члены Баптистского Союза должны быть согласны с этим вероучением. Because remarkably, the Baptist Union had no statement of faith. Потому что, может быть, вас это удивит, но у Баптистского Союза на то время не было вероучений. There was only one point of doctrine you had to agree with in order to join the Baptist Union. Для того, чтобы присоединиться к Баптистскому Союзу, нужно было согласиться лишь с одной доктриной. And that was you had to express a belief in believers' baptism. И это было решение верующих. You could deny everything else, from the authority of Scripture to the deity of Christ, and still be a member in good standing in the Baptist Union. Можно было отвергать все остальное, начиная от авторитета Священного Писания и заканчивая божественностью Иисуса Христа, но придерживаясь решения верующих, вы могли быть полноправным членом Баптистского Союза. Of course, when the union was founded, no one would have thought to be that off track theologically. Конечно же, когда Союз был основан, никто не думал, что в него захотят вступить церкви, которые будут отвергать божественность Христа. But over time, people did question the deity of Christ. They questioned the authority of Scripture. They questioned the truth of the atonement and every other major doctrine. Но в силу тех обстоятельств, о которых мы уже упомянули, очень популярным стало подвергать сомнению все эти ключевые основополагающие доктрины. And Spurgeon's proposal to resolve the dilemma was to have a doctrinal statement in the Baptist Union that would spell out those issues with absolute clarity. И Сперджен предложил принять вероучение, в котором бы четко и ясно было определено вероучение Союза Баптистов. After debate and discussion,
the Baptist Union voted against him. После определенных споров и дискуссий Баптистский союз проголосовал против. His response was to resign. Тогда Сперджен захотел уйти. He said he couldn't be a member of a fellowship that knowingly sheltered people who denied the deity of Christ and the truth of the atonement. Он сказал, что я не могу быть членом союза, который целенаправленно защищает людей, которые отвергают божественность Иисуса Христа и истинность искупления. The Baptist Union's response was to censure Spurgeon. Баптистский союз в ответ начал проводить цензуру Сперджена. Which means what they did was pass a motion condemning him. Другими словами, они издали указ об осуждении его. Meanwhile, the tabernacle continued to grow and flourish as it always had. В то время скиния метрополии продолжала расти и как бы наслаждаться благополучием, как было всегда. Spurgeon, I think, would have been content to go on with his ministry and leave the Baptist Union to its own apostasy. Я думаю, Сперджен был бы доволен продолжать свое служение и не иметь больше ничего общего с Баптистским союзом, который спонсировал это отступничество. But the same critics who had hounded Spurgeon for his lack of charity and his critical nature turned their criticism on him. Но те же критики, которые критиковали Сперджена за его отсутствие доброты и милосердия, начали еще более жестоко критиковать его самого. Not willing to drop the issue, they hounded him with articles of criticism and debate and attempts to humiliate him. Вместо того, чтобы поставить точку в этом споре, они продолжали, если можно так выразиться, сыпать соль на рану и унижать его. They questioned his fitness for ministry. Они подвергали сомнению его его готовность и соответствие стандартам, предъявляемым служителю. They called for him to step down from the college and the orphanage and the church. Они требовали, чтобы он перестал возглавлять сиротский приют, колледж и перестал быть пастором церкви. And in fact, some people left the college. И некоторые ушли из колледжа. What's most sad to me in the whole fray is that the graduates of Spurgeon's college, men who were in the ministry because he had trained him, a high percentage of them turned against him because they preferred the modernism of the day to the truth Spurgeon had taught them. Для меня, что самое печальное во всей этой ситуации, это то, что многие выпускники колледжа, многие люди, которые стали служителями благодаря тому, чему их научил Сперджен, они пошли против него и пошли в ногу со временем, желая остаться актуальными в этой культуре модернизма. But the elders and the people of the church remained faithful and loyal to Spurgeon. Но служители и прихожане церкви остались верными Сперджену. The problem for him was that the stress of the controversy worsened his health. К сожалению, весь стресс, который вызвал этот спор, он ухудшил здоровье Сперджена. He said that the conflict was killing him. Он сказал, что этот конфликт буквально убивает его. You noticed in that excerpt I read earlier that Joseph Harold referred to Spurgeon as a martyr. Если вы помните, раньше я прочитал отрывок из труда Джозефа Гарольда, который назвал Сперджена мучеником. I believe that's accurate. Я считаю, что он был абсолютно прав. Spurgeon believed it too. Сперджен тоже так считал. I had the privilege a few years ago when I visited the Metropolitan Tabernacle. The pastor there gave me a file full of letters, handwritten letters that Spurgeon wrote in the weeks before he died. Несколько лет назад, когда у меня была возможность побывать в скинии метрополии, то пастор этой церкви сегодня дал мне папку с письмами, которые написал Сперджен незадолго до своей смерти. I actually got to hold in my hands the last letters Spurgeon wrote to his church. Поэтому я прочитал те письма, которые Сперджен, последние письма, которые Сперджен написал своей церкви. He knew he was dying. Он знал, что он умирает. And he said it was the stress of the downgrade controversy that was killing him. И он пишет, что его убивает стресс от этих споров и конфликтов. His attempts to awaken evangelicals to the dangers of modernism were mostly in vain. Он говорит, что я со скорбью сознаю, что мои попытки пробудить в евангельских верующих осторожность в отношении модернизма были напрасными. If you look at the immediate effect
or if you would study opinion polls from the era, you might be inclined to think that the stand Spurgeon took didn't do much good. И если посмотреть на общественное мнение, которое было в обществе тогда, когда велись эти споры, то складывается впечатление, что спор, как бы сторона Сперджена, она была абсолютно непопулярной и считалась вредоносной. I believe he died thinking that his campaign against modernism had been mostly in vain. Я считаю, что Сперджен умер, считая, что его сражение с модернизмом потерпело крах. But he wasn't demoralized. Но он, тем не менее, не был деморализирован. There's a note of triumph in those last letters he wrote. Все же в последних письмах прослеживается нота триумфа. He knew he would be vindicated in time. Он знал, что в конце концов Бог воздаст ему. Because he knew that the gates of hell can't prevail against the truth of God and the church of God. Потому что он знал, что врата ада не одолеют истину Божью и Божью церковь. History has vindicated him. И история действительно воздала должное ему. And I believe what he actually accomplished in that last fight was monumental. И я считаю, что его достижения в этом последнем споре были монументальными. Although the immediate effect was not what Spurgeon wanted. Несмотря на то, что непосредственное действие, конечно же, было не то, которого ожидал Сперджен. It soon became clear that the Baptist Union was in a serious state of decline. Вскоре стало ясным, что действительно Баптистский союз переживает упадок. And not just in England, but modernism worldwide destroyed churches. И модернизм оказывал тлетворное влияние не только в Англии, но и по всему миру. Он уничтожал церкви. It destroyed people's faith. Он уничтожал веру в людях. And there rose out of the declining evangelical movement a group of men who spoke out and 20 years or so after Spurgeon's death began to support the same position he had taken. И через 20 лет после смерти Сперджена появилась группа людей среди евангельских христиан, которые начали снова же отстаивать позиции Сперджена. My challenge to you, many of you are in ministry or training for ministry. И многие из вас несут служение, многие из вас учатся, чтобы быть служителями. My challenge to you is to follow his example. И поэтому я хотел бы призвать вас следовать примеру Сперджена. We live in an era where controversy is perhaps even more politically incorrect than it was in Spurgeon's time. Мы сейчас живем в мире, где люди еще больше не желают конфликтовать и спорить, чем во времена Сперджена. That is not an excuse to tone down our defense of the truth. Но это не должно быть оправданием для нас свернуть нашу защиту истине. It's actually the proof that the church needs more desperately than ever men who will fight the good fight. Это доказательство того, что в церкви сейчас очень нужны люди, которые будут защищать истину. We need some men like Spurgeon. Нам нужны такие братья, как Сперджен. Now we know that fighting like that is not going to win us many accolades from the world. Мы знаем, что если мы будем твердо стоять и защищать истину, то мы не получим большого признания от мира. Defending the truth can't possibly be popular in a realm where men love darkness rather than light. Защита истины никогда не будет популярной в мире, где люди возлюбили тьму вместо света. But it's especially sad and particularly dangerous when that attitude of not wanting anyone to defend the truth creeps into the church. Но особенно грустно и опасно, когда такое пренебрежение истиной вкрадывается в церковь. That's happening in a big way in the American evangelical movement. И, к сожалению, это сейчас большая проблема в евангельском движении в Соединенных Штатах. Don't let it happen in Ukraine. Не позвольте, чтобы это стало проблемой на Украине. I'm going to stop there and give you some time to ask questions. Any questions you want about Spurgeon? Если у вас есть любые вопросы о Сперджене, пожалуйста, вы можете их задать. Я неоднократно слышал о курении Сперджена и читал некоторые замечания там, о том, что когда ехала повозка Сперджена, он не сходил в дым и так далее. Что знаете?
What about it's probably the most notorious controversy about Spurgeon in Ukraine and his smoking. So what can you tell me about that? Actually, I had decided not to talk about that. Ну, я в своих заметках специально пропустил этот вопрос. I didn't realize that was controversial. И не знал о том, что, ну, я просто сказал пастору Джонсону, что в Украине это один из самых насущных вопросов о жизни Сперджена. So I'm glad you asked. Поэтому я не знал об этом, поэтому я рад, что все-таки мы затронули этот вопрос. That was a fairly minor controversy for Spurgeon, but it was a kind of humorous thing, and it did become a grief to him. И, в принципе, действительно, у Сперджена возник конфликт по этому поводу, но это был один из самых незначительных конфликтов, но в конце концов он доставил ему определенную скорбь. It's well known that he smoked cigars. Весьма известно, что он курил сигары. You'll occasionally hear people claim that he quit, he became convicted and he gave it up. That's not true. Некоторые люди заявляют о том, что он бросил курить, потому что как бы его замучила совесть, и он бросил курить. He smoked cigars till the day he died. Но на самом деле он курил сигары до дня своей смерти. Now there are two factors that sort of mitigate this. I know we don't approve of smoking cigars. Да, мы сегодня не как бы что? Не пропагандируем курение? Да, мы сегодня не агитируем за курение. We don't approve of smoking cigars. Yes. Right. But remember, Spurgeon lived in a time before the negative health effects of tobacco were known. Следует помнить о том, что, во-первых, Сперджен жил во время, когда табакокурение не считалось вредным для здоровья. He was not addicted to cigars. Сперджен не был зависимым от табакокурения. He made that point one time by when he had a challenge to quit, and he quit for months. Однажды ему был брошен вызов, чтобы он бросил курить, и он бросил курить на несколько месяцев. Just to prove the point that he wasn't addicted. Чтобы показать, что у него не было зависимости от табакокурения. But the other factor that sort of mitigates the problem is this. Но еще один фактор, о котором нам следует здесь упомянуть. He smoked cigars for kind of a medical reason. В то время сигары рекомендовались врачами. His doctor encouraged him to smoke. Его врач прописал ему сигары. Because it was one of the few things that he said alleviated the pain of his gout. Потому что тот артрит, который у него был, лечился в то время табакокурением. Now, whether that was a psychological thing or not, I don't know. Не знаю, как бы, и Сперджен говорил, что ему это помогает усмирить боль. Не знаю, было ли это связано... Что? Maybe he was smoking something stronger than cigars. Наркотики. No, he wasn't. He smoked a particular brand of Cuban cigars. Нет, он курил кубинские сигары. And this became a controversy for him when he hosted an American evangelist. Когда к нему в гости приехал американский евангелист. And this pastor was preaching on overcoming habitual sins. И этот пастор проповедовал против греховных привычек. I don't think the American fellow knew that Spurgeon smoked. Я не думаю, что этот американец знал, что Сперджен курил. But this guy was testifying that he got convicted about smoking cigars, and so he prayed for the Lord's help, and with his help he gave up that habit. Но он в своей проповеди сказал о том, что он почувствовал себя виноватым в том, что он курит, и помолился Господу, и Господь помог ему бросить курить. Now everybody knew Spurgeon, everybody in the church knew Spurgeon smoked. He made no attempt to hide it. Все в церкви знали, что Сперджен курит. Сперджен этого не скрывал. And he was sitting on the stage while this American fellow was speaking about smoking cigars as if it's a sin. И Сперджен сидел на сцене в то время, как этот парень проповедовал о грехе табакокурения. And so Spurgeon felt obliged to explain himself when the man finished. Поэтому, когда парень закончил, Сперджену ничего не оставалось, как дать объяснение. He thanked him for his message. He agreed with the biblical principles. Сперджен поблагодарил его за проповедь, согласился с принципами библейскими. But he said, I don't agree that smoking cigars is a sin, or else I wouldn't do it. Но он сказал, я не считаю табакокурение грехом, иначе бы я не курил. And I think what motivated him